Добрый день, меня зовут Шевцова Альбина Альбертовна, я косметолог-методист компании Alvipraga. Сегодня мы с вами разберем такую процедуру и методику, соответственно, как микротоковая терапия и что она собой представляет. Микротоковая терапия – это электротерапевтический метод воздействия на кожу для достижения косметического эффекта. Аппарат генерирует импульсные токи малой силы в диапазоне от 10 до 750 микроампер с различной частотой от 1 до 300 Гц. Посредством воздействия на кожные покровы, мышечную ткань и лимфатические пути токами малой силы создается стойкий лифтинг-эффект. Также микротоковая терапия способствует восстановлению атрофированных мышц и мышечных волокон за счет нормализации внутриклеточных процессов и снятия мышечных спазмов, гипертонуса, мимических морщин. Воздействие электрическими импульсами малой силой и длительности приводит к фибрилляции, то есть быстрым беспорядочным сокращениям гладких мышц артериол и поверхностных мышц кожи, тем самым способствует разложению жировых отложений и ускорению обмена веществ. Программа P1 – репрограммирование мимической мускулатуры лица, своего рода альтернатива инъекциям ботокса. Воздействие микротоками помогает снять напряжение мимических мышц, что приводит к разлаживанию рельефа кожного покрова и морщин. Программа P2 – ионофорез – одним из способов для проведения неинвазивной мезотерапии. Микротоки изменяют мембранный потенциал клеток и вызывают открытие ионных каналов, обеспечивая введение необходимым тканям биологически активных веществ. Находясь в ионизированной форме, они характеризуются высокой биодоступностью, глубоким проникновением и направленным действием. Программа P3 – лифтинг. Нехирургическая подтяжка и омоложение кожи. Микротоки ускоряют процессы естественного обновления тканей, повышают тонус кожи и мышц. Программа P4 – лимфодренаж, устранение застойных явлений в мягких тканях. Микротоковая терапия активно взаимодействует на лимфатическую систему, вызывая расширение ее сосудов, что на фоне снижения напряжения мышц приводит к свободному току лимфы, выведению жидкости, токсинов и конечных продуктов метаболизма. Микротоковая терапия в аппаратной косметологии представляет собой физиотерапевтический метод воздействия на кожу за счет тока низкой частоты и малой амплитуды. Он проникает глубоко в дерму, эпидермис, подкожно-жировую клетчатку, воздействуя на синтез коллагеновых и эластиновых клеток, запуская синтез АТФ и непосредственно воздействуя на наши мышцы лица, также и по телу. Представляя собой работу с межклеточной жидкостью, опять же микротоки мы будем прорабатывать по лимфатической системе, обрабатывая направление по лимфотокам. Дальше, когда мы работаем с мышечными волокнами, мы будем затрагивать опять же мышечные волокна и прорабатывать их либо в режиме тонизации, либо же в режиме расслабления. Согласно физиологического состояния мышечных волокон нашего лица, нижняя треть лица находится в состоянии гипертонуса, поэтому мы будем использовать программу для расслабления, альтернативы ботулотоксинов, и устанавливать электроды вдоль прикрепления мышц, или как еще называют сухожильных органов Гольджи, и направлять вдоль волокон расходящими движениями. Средняя треть лица находится в состоянии атонии, поэтому требуется проработка мышц для тонизации. Мы будем использовать программу лифтинга. Постановка электродов будет работать, опять же, в местах прикрепления мышц, и мы будем постановку выполнять сходящими движениями. Лобильный электрод будет направляться к стабильному. Также в программе лифтинга мы используем постановку электродов в технике защипов поперек мышечного волокна. Постановка будет выполняться стабильными электродами поперек мышечных волокон. Верхняя треть лица находится в состоянии гипертонуса, что за собой ведет наличие горизонтальных морщин и заломов между бровей. Поэтому данная зона нуждается в состоянии расслабления. Мы опять же будем использовать программу P1 для расслабления и расходящие движения вдоль мышечных волокон. Комплектация аппарата T15 для удобства работы специалиста представлена 4 видов электродов. Электроды перчатки и электроды сферической формы представлены для работы обширных плоскостей, а также для выполнения программы P4 лимфодренажа, для работы по лицу, шее и декольте, а также работе по телу.
для обработки лифтинга и расслабления мышц непосредственно для малых плоскостей и работы непосредственно по мышечным волокнам. Электроды-палочки представлены для работы в программе P2 для внедрения косметических средств с помощью микротоков и опять же для работы с гиперчувствительной кожей. Процедуру микротоковой терапии мы начинаем согласно протокола косметологии с тщательного демакияжа и очищения кожи. Используем при этом любые косметические средства, либо гелевые растворы, либо молочко, то, что есть в арсенале косметолога. Предварительно смачиваем водой и тщательно наносим средство для очищения кожи. В данном случае мы используем молочко, так как кожа у нас чувствительна и требует деликатного ухода. Равномерно наносим и прорабатываем полностью всю обрабатываемую зону. Очищающее средство мы смываем косметической салфеткой, смоченной в воде комнатной температуры. Следующий этап нашей обработки – антисептический уход. Мы будем использовать раствор хлоргексидина. В антисептике в составе не должно присутствовать спиртосодержащих ингредиентов. И обрабатываем полностью по всей зоне обработки ватным спонжем, смоченным в растворе антисептики. Гель-проводник наносится достаточно умеренным слоем, цельным полотном, чтобы не было зазоров. Наносим на шею, обходя зону щитовидной железы. То есть гель мы наносим в тех участках до яремной впадины. Толщина нанесения геля-проводника не должна быть слишком толстой, но и не слишком тонкой, порядка 1-2 мм. И распределяем равномерно кисточкой либо силиконовым шпателем для комфортности ощущений клиента. Согласно протоколу проведения процедуры микротоковую терапию мы начинаем с лимфодренажа. В первый лимфодренаж делаем мы зону шеи, устанавливаем стабильный электрод на надключичную впадину. И лобильный электрод, согласно, опять же, мышечным волокнам, мы опускаем к стабильному. Каждая постановка электродов выполняется на счет 10 секунд и повтор от 3 до 5 раз каждой линии. Важно соблюдать при обработке лимфодренажа симметрию. Обработав правую сторону, мы переходим на левую сторону. Также устанавливая стабильный электрод в надключичной впадине. Следующим этапом обработки мы будем выполнять подчелюстной отток. Стабильный электрод мы устанавливаем за мочкой ушка, лобильный ведется к нему навстречу и останавливаемся на 1-2 секунды. Не забываем у клиента уточнять, как ощущения, есть ли ощущение покалываний, либо микроиголочек. Не забываем о 3 либо 5 повторах каждой линии. Следующий этап – наши козелки. От середины крылья носа мы проводим к стабильному электроду. В другую сторону. Следующая линия – орбитальная наша зона. Мы работаем по границе костной орбиты, не заходя к ресничному краю. Стабильный электрод устанавливаем по височным лимфоузлам и обязательно по границе костной ткани. Верхнюю часть глаза мы обрабатываем также по височным лимфоузлам и работаем по границе костной ткани, не заходя в верхнее подвижное веко. Зону лба мы также обрабатываем к височным лимфоузлам.
Следующим этапом процедуры микротоковой терапии мы будем работать с мышечными волокнами. Согласно анатомической физиологии, нижняя треть лица находится в состоянии гипертонуса. Мы будем расслаблять и работая в программе P1, которая рассчитана на полное репрограммирование мимической мускулатуры лица. Рекомендовано использовать электроды конической формы для того, чтобы проработать мышечные волокна более локально. И начинаем с нижней трети лица. Постановку электродов мы выполняем расходящими движениями. И начинаем с подбородочной мышцы, полностью обрабатывая на счет 5. Также по 3-5 повторов выполняем каждую постановку. Следующий этап. Подбородочная мышца. Согласно схемам, стабильный электрод устанавливаем выше, лобильный идет вниз. Мышца, опускающая угол рта, также нуждается в программе расслабления. Стабильный электрод мы устанавливаем в точке прикрепления и второй опускаем вниз ко второй точке прикрепления мышц и прорабатываем аналогично по 3-5 повторов на счет 5. Далее круговая мышца рта, так как находится в состоянии гипертонуса, также мышца нуждается в расслаблении. И работаем расходящими движениями. И верхняя часть. Либо же постановку мы можем проводить. Стабильный электрод стоит посередине, а лобильный опускается в точку прикрепления мышц. В некоторых пособиях вы можете наблюдать такую постановку, как введение к сухожильным органам Гольджи. Далее, согласно анатомии, верхняя часть лица фронтальная находится также у нас в состоянии гипертонуса. Мышцы гордецов и мышцы лба мы также будем расслаблять расходящими движениями, работая с козелком или мышцы нахмуривания бровей, мы также будем расслаблять. Клиенты во время экспозиции микротоковой терапии могут ощущать микропокалывание, микроиголочки, но при этом достаточно деликатно себя чувствовать. Лобные брюшки мы устанавливаем электроды посередине, и 2 электрода будут лобильно уходить друг от друга. Если у клиента вы наблюдаете наличие гусиных лапок, зону обработки мы также можете проводить расходящими движениями по 3-5 повторов в программе P1 и симметрично в правую сторону. Следующий этап выполнения процедуры микротоковой терапии заключается в лифтинге. Мы будем использовать программу P3 для работы лифтинга мышц. Мы будем работать также по мышцам и анатомическим расположением, начиная с шеи. Просим клиента головку расположить на бок. Стабильный электрод устанавливаем в местах прикрепления мышц, и лобильный будет идти навстречу к стабильному. Клиенты также ощущают микропокалывание, микроиголочки. Визуально наблюдается сокращение мышц. Работая в данной программе, мы также выполняем постановку на счет 10 на длинных мышцах и выполняя симметрично по 3-5 повторов. Работая с шеей, мы обработку проводим до яремной впадины. В зону щитовидной железы и трахеи мы не заходим. Следующий этап мы формируем в программе P3 лифтинга. Зону обрабатывать будем скуловой пакет, формируя тем самым красивый угол молодости и подтягивать мышцы. Не забываем обрабатывать как надчелюстную зону, так и подчелюстную по 3-5 повторов сводящими движениями.
Также мы можем выполнять в программе лифтинга технику поперечник. С защипами мы будем выполнять полностью обработку надчелюстной и подчелюстной зоны. Далее жевательная мышца. Стабильный электрод устанавливаем выше. Лобильный идет навстречу вдоль мышечных волокон. Тем самым мы формируем очень хорошую подтяжку. В программе Anti-Age очень хорошо наблюдается разглаживание морщин и атония. Мышца улыбки. Также стабильный электрод мы ставим выше, лобильный идет навстречу. Симметрично выполняем левую сторону. Следующий этап в программе P3. Для лифтинга мы будем формировать щечный пакет, который будет нам показывать очень хорошие скулы и, соответственно, подтяжку нашего лица. Будем также работать в программе с вводящими движениями. Постановка электрода будет по 3-5 повторов. Просим клиента улыбнуться. Видим высокую точку постановки большой скуловой и малой скуловой мышцы. Расслабляемся и работаем с вводящими движениями. Электроды устанавливаем по границе костной каймы, не заходя близко к ресничному краю. Обрабатываем большую скуловую, малую скуловую мышцы и также мышцу, поднимающую верхнюю губу. Также в данной зоне очень хорошо работает техника поперечник. Щипковыми движениями поперек мышечных волокон мы выполняем постановку на счет 5. 2 электрода выполняют защипы ткани, тем самым формируя щечный пакет. Данная техника позволяет нам хорошо проработать щечный пакет, избегая контурной пластики, наполнения объемов в скулах. На правой стороне в программе P3 мы также выполняем лифтинговую процедуру. И в щечной зоне мы просим клиента улыбнуться. Ищем наивысшую точку, расслабляемся. И работаем в постановке снова же сводящими движениями, обрабатывая большую скуловую, малую скуловую мышцы и мышцу, поднимающую верхнюю губу. Следующая зона, зона орбитальной части вокруг глаз, мы будем обрабатывать в программе лифтинг, конечно же, чтобы подтянуть круговые мышцы глаза. Стабильный электрод мы устанавливаем в углу глаза, и лобильный будет идти к нему навстречу. Также по 3 повтора. Верхняя часть. Для проработки нависшего века верхней части глаза мы также будем использовать щипковую технику поперечник. Начиная у головки брови, нижним электродом подхватывающими движениями мы приподнимаем бровь, верхним электродом фиксируем. Каждая постановка выполняется на счет 5 секунд. Следующая наша зона, которая нуждается в лифтинге, это височная мышца, которая отвечает у нас полностью за лифтинговый эффект. Стабильный электрод мы устанавливаем в верхней части мышечных волокон, и лобильный будет идти к нему навстречу. Тем самым повтор мы выполняем по 3-5 кругов и симметрично выполняя другую сторону. Завершающей процедурой лифтинга мы будем обрабатывать бровную мышцу для того, чтобы сохранить наш открытый взгляд. Стабильный электрод мы устанавливаем в основании роста волос, и лобильный будет идти к нему навстречу.
проведение микротоковой терапии нуждается в обработке лифтинга поверхностных тканей. Постановку электродов мы будем выполнять оба лобильными движениями, без отрыва от кожи, на повтор 3-5 раз. Головку клиента укладываем на бок и саму процедуру выполняем в зоны шеи. Устанавливаем и проводим ритмично спиралевидными движениями, полностью обрабатывая ритмично всю нашу область. Постановку электродов мы выполняем сближающими и раздвигающими движениями наших спиралей. Переходим симметрично на другую сторону. Также при обработке в данной технике мы можем наблюдать сокращение мышечных волокон. Если у клиента наблюдается ярко выраженный отек нижних частей глаз, мы также можем проводить постановку. Лобильный электрод идет, и следом за ним спиралевидные движения также лобильного электрода. Первый будет у нас лимфодренажная техника, и второй лифтинг поверхностных тканей выполняет функцию электрода. Вторую сторону мы также выполняем симметрично, с определенным количеством повторов, как мы выполняли и на предыдущей. Данная техника позволяет хорошо придать сиянию нашим глазам и придать лифтинг поверхностных тканей. Опять же, как альтернатива игольной мезотерапии в низкой концентрации препарата. Перед программой внедрения P2 мы остатки геля будем смывать косметической салфеткой, смоченной в воде, и наносить сыворотку, которую мы будем внедрять с помощью микротоков. Все хорошенечко смываем, чтобы остатки геля не оставались на поверхности кожи. Следующую программу внедрения косметических средств с помощью микротоковой терапии рекомендовано использовать электроды ватной палочки. Для их использования перед началом работы мы срезаем у основания хлопка ножничками и используем обязательно палочки, которые находятся на деревянной основе. Вставляем полностью в аппликаторы. Они у вас не выпадают и полностью зафиксированы. Смачиваем перед процедурой в водичке, для того, чтобы полностью был смочен наконечник и была токопроводимая среда непосредственно микротоковой терапии. Далее мы добавляем в емкость наш концентрат, который мы будем вводить. И также пару капель мы добавляем на кожу. Будем работать спиралевидными и эллиптическими движениями для полного внедрения косметического средства и непосредственно внедрения в глубокие слои кожи. Также данный вид электродов позволяет нам работу выполнять микротоков на гиперчувствительной коже, та, которая активно реагирует на токовые процедуры.
Во время процедуры желательно смачивать по мере иссыхания электродов периодически в тот концентрат, который вы вводите, потому что сам препарат он впитывается в кожу, и наша задача полностью его абсорбировать в ткань. И непосредственно, чтобы была токопроводимая среда. При работе в программе внедрения косметических средств мы используем электроды монополярными движениями, прорабатываем всю область, также затрагивая зону вокруг глаз. И не забываем периодически смачивать электроды в составе, который мы внедряем. Следующие электроды мы будем использовать электроды-перчатки для проведения лимфодренажного массажа с помощью микротоковой терапии. Специалисту важно на себя вначале одевать резиновые перчатки, далее мы надеваем электроды, устанавливая клипсы на одну руку и на другую, присоединяя их просто поверхностно. Смачиваем электроды для проводниковой среды в воде, чтобы основа была у вас полностью токопроводимой и влажной. Выбираем программу P4 для лимфодренажа и начинаем процедуру зоны шеи. Клиенты ощущают микропокалывание или микроиголочки. Не забываем зону обработки надключичные и подключичные лимфоузлы. Проводя заднюю часть шеи, фиксируем основаниями больших пальцев и плечевой пояс, подводя нашу межклеточную жидкость к подмышечным лимфоузлам. Далее мы прорабатываем подчелюстную, надчелюстную, выполняя технику не торопясь и ведя все по массажным линиям, фиксируясь у основания лимфоузлов. Легкий умеренный нажим, сильного надавливания нам не рекомендовано делать. Также выполняется техника защипов, прорабатывая полностью лимфоузлы, замочкой ушка и тыльную сторону уха, козелок и верхнюю часть уха. И не забываем за зону головы и волосистой части головы. Полностью прорабатывая всю нашу зону, проводя по задней части шеи, опуская к подмышечным лимфоузлам. Фиксирующие движения при завершении. Мы будем опускать все с верхней части к нижним коллекторам и фиксируя наши электроды на 1-2 секунды. Каждое выполнение постановки выполняется по 3-5 повторов. Важно помнить, что зону щитовидной железы мы обходим стороной. Работаем по границе яремной впадины.
Поступательно опускаюсь вниз. Не забываем массировать мочки ушка. И выгоняем зону шеи. Также фиксированными движениями. Программа микротокового массажа на данном этапе с помощью программы P4 и электродов перчаток выполнена. В завершении процедуры микротоковой терапии рекомендовано использовать постуход. Это всевозможные маски по типу кожи и проблематики, питательные маски, лифтинговые маски, всевозможные пластифицирующие маски и также фиксирующий крем в завершении. В данном случае мы будем использовать маску питательную и восполняющую водно-липидную мантию производства Чехии Dermacur. Гелевую текстуру мы наносим пальпационными движениями, похлопывающими, и внедрять будем тонким шаром до полного впитывания. Время экспозиции маски 10-15 минут. По истечению времени маску мы промакиваем косметической салфеткой, смоченной в воде. И в завершении используем дневной крем, фиксирующий нашу процедуру. Если у клиента наблюдается пигментация, в обязательном порядке мы используем SPF-защиту. После полного внедрения крема в кожу на данном этапе процедура микротоковой терапии завершена.